Несмотря на то, что эпоха пребывания в Белом доме актера Рональда Рейгана осталась в далеком прошлом, склонность американских политиков к лицедейству не имеет временных границ. На сегодня самым популярным амплуа здесь является роль волка в овечьей шкуре. В который раз возле российских границ создается прецедент с участием НАТО, а апологеты голливудских генералов преподносят это как невинную репетицию детского утренника. Так, в последнее время в Черном море проходят одно за другим военные учения НАТО, создавая в регионе все более напряженную ситуацию. В Вашингтоне считают, что сейчас Россия контролирует все, что происходит на Балканах и Кавказе, а также, естественно, на Украине и в Молдавии. «Мы выводим силы из Центральной Европы», заявил министр обороны США Марк Эспер после объявления о выводе части американских войск из Германии. «Мы движемся на восток. Это значит, что мы продвигаемся и в Черноморский регион». Хотя в 2005 году Вашингтон договорился с Румынией и Болгарией о создании на побережье Черного моря военных баз. По мнению США, турецкий, румынский, болгарский и украинский флоты по-прежнему не могут сравниться с Черноморским флотом России. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в центре событий, а мы начинаем. Это противостояние во многом напоминает сценарий начала Третьей мировой. Особенно в этой связи выделяется итоговая учебная блокада Балтики силами НАТО, очень похожая на аналогичную операцию морскими силами Третьего рейха. Маневры прошли с 7 по 16 июня. На 49-е военные учения армии НАТО Baltic Operations 2020 в Европу стянули войска 17 стран-участниц Североатлантического союза и 2 стран-партнеров – Финляндии и Швеции. В учениях были задействованы 27 боевых кораблей, 19 самолетов. В общей сложности в акватории Балтийского моря и воздушном пространстве было представлено 29 морских подразделений, 29 самолетов и 3000 военнослужащих. А днем ранее для участия в них в Черное море направили эсминец USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis. По данным пресс-службы 6-го флота ВМС США, это 5-й американский военный корабль, который заходит в акваторию Черного моря в этом году. Глубоководные погружения проходили в районе прокладки СП-2. Возможно, это просто совпадение. Однако малейший намек на небезопасность СП-1 и СП-2 являлся бы для США идеальным решением газовой проблемы. Коронавирус также внес в традиционную программу учений свои коррективы. Во избежание заражения личного состава организаторы отменили сухопутные операции и расширили морскую и воздушную часть учений. В итоге морпехи США даже не рискнули на высадку на берег вблизи Калининградской области. В связи с этим контр-адмирал Гай Робинсон рассказал о неких якобы новых тактических приемах, позволивших обойтись без десантных операций. Что это были за приемы, история умалчивает. Возможно, отрабатывалось хоровое влияние. В течение 10 дней морские силы и авиация армии НАТО прошли 3 основные фазы учений. На заключительном этапе под наименованием TACEX состоялась свободная игра, где подразделения разных стран работали под общим руководством. Таким методом проверялась способность стран НАТО в случае необходимости выступить против общего врага единой стаей или стадом, по их версии. При этом командование 6-го флота США, отвечающего за Европу и Черное море, после учения, как всегда, заявило, что их цель – укрепление региональной безопасности, а также демонстрация решимости защитить Черное море. И хотя американцы не говорят, от кого они будут его защищать, всем и так ясно, что, как всегда, от России. С их точки зрения, нахождение возле границ России и стран НАТО не представляет для безопасности страны никакой угрозы. Это русские говорят, что у нас маневры, а мы просто были на рыбалке, глушили рыбу ракетами, так сказать, в целях превентивного удара. Для Запада это просто игры, приуроченные к началу нападения фашистской Германии на СССР, как раз в преддверии проведения парада в честь 75-летия Великой Победы. При такой подаче масштабные учения такого рода в любой момент рискуют перерасти в военный конфликт, поскольку, как известно, волк и ягненок не пьют из одного водоема. Особенно стоит учесть то обстоятельство, что американские корабли не могут, согласно Конвенции Монтрё, находиться в Черном море больше 3 недель, так как США не являются черноморской державой. Поэтому хозяйничать в Черном море американцам вряд ли позволят. Для этого у России есть достаточно стратегических ресурсов. В ее Черноморский флот входят надводные и подводные силы, береговые войска флота и морские авиации, соединения морской пехоты.
Основной силой флота являются две военно-морские базы. Главная из них расположена в 3 бухтах города Севастополь – Северной, Южной и Карантинной, и имеет несколько причалов. Вторая новороссийская база является самым молодым объединением военно-морского флота России и располагается на Кавказском побережье Черного моря. Их задача – содействие силам Южного военного округа на Приморском направлении и охрана государственной границы России. Это дает России неоспоримое преимущество над США. Ответной реакцией России стало участие в ежегодных военных маневрах Baltic Operations. В ходе операции электронными пусками по объектам управляющей инфраструктуры НАТО отличились расчеты «Искандеров». Комплексы «Бастион» также держали на мушке корабли стран НАТО, а затем в ходе электронных стрельб их, так сказать, уничтожили. Из города Балтийска в самом начале маневров в море вышли несколько кораблей для наблюдения за ходом событий и отработки противолодочной и противовоздушной обороны. Также морская авиация Балтийского флота проводила круглосуточную разведку, а 10 Су-27, Су-24 и Су-30СМ провели атаку на надводные цели противника. В результате в Калининградской области почти 2 недели были вынуждены дежурить 200 военнослужащих, обеспечивающих работу 20 единиц спецтехники. Понятно, что все это усугубляет и без того напряженную обстановку. По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества», американцы специально совершают опасные маневры вблизи чужих территорий, чтобы обострить обстановку в различных частях света, а затем под шумок лоббировать свои интересы. Возрастающей активности блока НАТО даже COVID-19 не повод для перемирия. Не успела закончиться операция «Морской бриз», как уже 2 августа США провели в Черном море схожие маневры. Причем использовали в них боевые снаряды. Параллельно в Литве НАТО до 2 декабря будет проводить военные учения «Железный меч», в которых помимо литовских военнослужащих принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. Подобные действия США и Европы на Балтике ведут к ответной реакции российской армии. В ближайшее время на Балтийском флоте появятся малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракорд» с крылатыми ракетами «Калибр». 4 корабля этой серии будут оснащены морской версией зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-М». Так что, хотя и неизвестно, какой оскал продемонстрирует миру американский морской волк, роль беззащитного ягненка однозначно не для России.